маленьком, но благополучном городке Вольфборо, штат Нью-Гэмпшир, жизнь текла размеренно. Местные жители наслаждались солнечными днями, гуляли по живописным улицам и любили своих четвероногих друзей. Каждый дом был свидетельством заботы его хозяев, ухоженные сады, яркие цветы и радостные щенки, играющие на траве. Однако в этом идиллическом месте на околице города скрывался ужас, знакомый лишь немногим. Роскошный особняк Кристины Фэй выделялся на фоне соседних домов с идеальными садами. Он был величественным строением, выполненным в классическом стиле, с высокими колоннами и зелеными насаждениями вокруг. Однако за его красотой и статностью таился настоящий кошмар, о котором никто не догадывался. Соседи начали замечать, что из этого дома доносится странный запах, который постепенно становился все более навязчивым. Сначала они думали, что это дело в больших собачьих стаях, которые часто гуляли поблизости, но вскоре поняли, что что-то было не так. Это не просто собачий лай, это был крик о помощи, о котором никто не знал. Когда Кристина Фэй открыла свой бизнес по разведению немецких догав, она обещала клиентам здоровье, красоту и преданность. Однако под красивыми упаковками скрывались трагедии и страдания. Для нее это было всего лишь дело, способ заработать деньги, но животные, которых она держала в своих стенах, были живыми существами, которые нуждались в любви и заботе. Однако это было забыто в погоне за прибылями. Постепенно соседям становилось все труднее игнорировать ненормальные звуки, доносившиеся из особняка. Скандирование собак стало подобно манифестации: шаг вперед, шаг назад. Они лаяли с такой силой, что это вызывало отвращение, смешанное с ужасом. Вскоре соседи сбунтовались и обратились в полицию с жалобами на шум, исходящий из дома. Постоянный лай собак и странные звуки вызывали все большее беспокойство. Полиция, получив вызов, не могла ожидать, что за этой дверью скрывается ужас, способный шокировать даже самых опытных детективов. Работники Общества защиты животных Соединенных Штатов, получившие вызов, сознательно готовились к худшему. Линдси Хамрик, директор общества, знала, что эта операция может оказаться одной из самых сложных в ее карьере. Несмотря на то, что она сталкивалась с ужасами в прошлом, это дело казалось ей особенно трудным. Как сохранить равновесие между жестокостью и состраданием? Что они увидят, когда войдут внутрь? Эти вопросы терзали ее разум. Когда спасатели вошли в дом, их ожидало шокирующее зрелище. Полы всех 20 комнат были усыпаны многомесячными испражнениями, а по углам прятались десятки испуганных немецких догав. Эти великолепные собаки потеряли свою естественную грацию, скользя по собственным экскрементам, как по льду. Их глаза были полны страха, угнетения и грусти. Линдси пыталась проанализировать, как это стало возможным. Везде царила антисанитария, и противный запах аммиака заполнил воздух, заставляя людей задыхаться. Запах был настолько сильным, что обычный человек не мог выдержать его больше нескольких минут. Линдси и ее команда были оснащены защитными масками, но даже это не могло полностью устранить удушающую атмосферу. Они знали, что им нужно действовать быстро, чтобы спасти животных, но каждый шаг вперед давался с трудом. «Вы не понимаете», — сказала Линдси с дрожью в голосе, — «это просто невыносимо. Мы не можем здесь долго находиться, нас сбивает с ног этот смрад». Один из спасателей подошел к клетке, и пес, цвет которого когда-то мог бы ассоциироваться с благородством, дрожащими лапами попытался облизать его руки. В этот момент мир перевернулся, он был не просто злым или напуганным. Он был живым существом, которое жаждало любви и заботы. Это было весной 222 года, и этот несчастный пес с именем Бош, возможно, стал символом всей этой несчастной истории. У него были великие мечты, которые были разрушены жадностью и бездушием. По мере того, как спасатели двигались по дому, они находили все больше и больше собак. Каждая комната хранила свои тайны. Несчастные существа вылезали из грязных клеток, где отсутствовали еда и вода, и все, что они знали, это боль и страх. В некоторых клетках находились собаки, которые не видели солнечного света месяцами. Они прятались в углах, как будто пытались воссоздать защищенное чувство, которое стало для них привычным. Некоторые из них весили около 90 килограммов, их тела были покалечены, и они не поднимали морды, глядя в глаза спасителям, будто не верили, что эти люди пришли, чтобы помочь. Крошечный щенок, которому едва исполнилось 10 дней, лежал в углу, дрожащий, как лист на ветру.
У него не было сил даже поднять мордочку. Он был самым младшим из всех, и в то время как взрослые собаки страдали от ужаса, этот щенок был в опасности просто от самого факта своего существования. Повсюду валялись куски сырой курицы, покрытые личинками. Это было неожиданным напоминанием о том, что жизнь некоторых животных закончилась давным-давно, но они все еще боролись за выживание. В комнате, где держали старшую собаку, Линси заметила открытые раны на ее теле. У нее также были проблемы с глазами, и это было трагическим показателем того, в каком состоянии животные находились. Спасая собак, Линси и ее команда осознали, что внесли перемены в их жизнь с самого момента, как переступили порог этого ада. Животные, когда-то в прошлом поразительные, вновь начинали чувствовать тепло человеческой руки. Пес по имени Стив, самый запуганный из них, превратился в энергичного и веселого пса, который любил играть с мячом и наслаждаться солнечными днями на улице. Стив был трудным случаем, практически не верящим в то, что может что-то получить от людей. Его существование было связано с избеганием, но теперь он начал учиться излучать радость. Когда Линси и ее команда уводили животных, в ее сердце проблескивала надежда. Болезненные воспоминания об их уходе не хотели покидать ее, но было и светлое будущее. Команда спасителей знала, что вынесла эти души из ада. Теперь им нужно было не только заботиться о них, но и исцелять их души, чтобы они могли надеяться на новую жизнь. Линси иногда тосковала по работе с прозрачными организованными благотворительными фондами. Ее собственный приют предлагал любовь и заботу, которую животные заслуживали, но это была настоящая работа, длинные часы, ночные дежурства и постоянная борьба с бюрократией. Каждый день в приюте означал, что нельзя было покидать своих подопечных. Они нуждались в водительских правах спасения, в нахождении новых домов. Задача стояла не из легких, однако Линси и ее команда были готовы пойти до конца, но судьба этих собак оставалась в руках системы. Кристина Фэй, их бывшая владелица, была арестована и обвинена по 17 пунктам жестокого обращения с животными. Несмотря на все пережитое, многие люди из команды спасителей все еще чувствовали, что работа еще далека от завершения. Она пыталась оправдать свои действия, утверждая, что ничего плохого не делала, но каждый шаг ее защиты медленно рушился, как карточный домик. Кристина подала апелляцию, что приостановило процесс поиска новых семей для животных. Однако команда Линси была полна оптимизма, зная, что рано или поздно все решится. Защитники животных из разных уголков страны собирались, чтобы поддержать дело и набрать вес в этой ситуации. Они знали, что это было не просто дело о жестоком обращении. Это был призыв к обществу о необходимости перемен. С каждой новой новостью о проверках и судебных слушаниях Линси и ее команда продолжали следить за судьбой своих подопечных. Время от времени они публиковали обновления о состоянии собак в социальных сетях, и цифры переходили в сотни. Люди прямо с улиц выражали желание помочь и покормить собак и принести с собой необходимую помощь. Это было трогательным доказательством того, что даже самые запущенные случаи способны пробуждать доброту в людях. Летние дни текли, как течение в реке. Собаки, пережившие ад, теперь жили новыми жизнями, полными возможностей. Каждый щенок обретал свою семью, и каждая счастливая история становилась отдельной главой в книге жизни. Линси, видя эти чудеса, поняла, что ради таких моментов стоит бороться. Каждый раз, когда она смотрела на счастливое лицо одного из четырехлапых, ее сердце наполнялось радостью и благодарностью. Прошло несколько месяцев, и по мере приближения окончания судебного разбирательства собаки продолжали получать внимание, которое они заслуживали. Линси и ее команда наблюдали за их трансформацией, отмечая, каким чудесным образом каждое животное расцветает на глазах. Чудо спасения было не только в медицинских процедурах, но и в любви, которой они были окружены. Это было общение на равных, доверие, которому они учились заново. Вскоре Кристина была признана виновной. Спасенные собаки были переведены в приюты и службы спасения животных. Каждый их шаг открывал новые возможности, новые семьи и новые мечты. Надежды Линси осуществлялись на глазах, когда она видела, как в глазах собак горел свет. Тот самый свет надежды, который они утратили когда-то, но восстановили вновь.
И когда собаки, хочет ли кто-то их принять, едва понимали, что такое счастье, каждая из них, обретая своего человека, начинала новую жизнь. Это были моменты любви, они заполнили пустоту, которую оставила Кристина. Каждый визит к приюту наполнял их сердце. Волшебство спасения животных – это не просто вивисекция изменений. Это понимание, что любовь, забота и преданность способны перевернуть мир к лучшему, даже там, где это кажется невозможным. Благодаря упорству Линси и ее команды, надеемся, что истории этих собак станут вдохновением для всех, кто когда-либо сталкивался с бедствиями и ужасами.